На самом деле, по секрету скажу, если у вас не получается находиться с собакой в людных, шумных местах, не надо приучать собаку в баре. Приучайте ее на спокойной лавочке, которая находится прямо возле вашего дома. Не надо никуда идти. Вся привычка закладывается именно здесь. Именно на этой лавочке. В этом видео разберем 3 команды, которые помогают сидеть с собакой в кафе, ресторане, да хоть на лавочке в парке. Для того, чтобы научить собаку дожидаться хозяина, нам нужно ввести какую-то команду. И здесь есть 3 варианта определенных слов, которые подходят в этой ситуации. Команды сидеть, лежать для этого не подходят. Там мы фиксируем собаку в определенном положении. А вот поводочная команда «стой», неопределенная команда «жди» или «место», как формулировка «останься», нужны как раз для фиксации собаки в какой-то конкретной точке. Располагайся так, как тебе удобно, но главное здесь. То есть независимо от положения тела, сидит ваша собака, лежит или стоит, точка для собаки та же самая. Иначе нам дополнительно придется следить за положением тела собаки. Например, сказали сидеть, а она легла. Значит, нужно обратно усаживать. Напоминаю, что слово для команды абсолютно любое. Нужно определиться именно с задачей, со смыслом этого слова, что нужно делать собаке. Так какую же задачу нужно подавать? Давайте разберемся детальнее. Начинаем с команды «стой». Она самая простая. Для начала паузы делаем небольшие. Не ждите от собаки того, что она будет долго рядом с вами оставаться. Не даем собаке уйти с места. Если она уходит, мы обязательно возвращаем ее обратно. Прямо поводком оттягиваем обратно. При отвлечении обязательно напоминаем собаке команду. Всегда можно ее напомнить. Обязательно после возврата напоминаем задачу. При уходе собаки поводком возвращаем на исходную точку и сразу стараемся его расслабить, не держать в натянутом положении. После возврата сразу еще раз напоминаем задачу, которую собаке нужно было делать. Поощрение лакомством не требуется. Продолжение прогулки и является поощрением в команде «стой». По команде «жди» мы фиксируем собаку в определенной точке без конкретного положения тела. Ей нужно остаться там, и при этом не важно, что она будет делать – сидеть, лежать или стоять. Вводим команду «жди», когда собака не пытается каждую секунду убежать по команде «стой», потому что команда «жди» все-таки немного сложнее. По умолчанию по команде «жди» мы подразумеваем чуть дольше паузу с формулировкой «останься» и чего-то нужно ждать собаке. Желательно учить заранее, не в те моменты, когда вы уже пришли куда-то, а оставляете на поляне, пошли мусор выкинули и другими способами. Правила те же самые, что при команде «стой». Если собака уходит, мы возвращаем ее обратно и ни в коем случае не прощаем попытки ухода. В команде «жди» допускается дополнительное поощрение лакомством или игрой, если этого потребует ситуация, особенно если вы приучаете собаку заранее. По команде «место» мы оставляем собаку рядом с каким-то объектом. Как правило, подразумеваем дальнейшее нахождение там, а после ухода или по команде «ко мне» мы можем вернуть собаку на исходное место по команде непосредственно «место». «Место» самая тяжелая и долгая команда из этих 3, но она подразумевает самое долгое и длительное выполнение нахождения на месте. Она похожа на команду «жди», но в команде «жди» мы оставляем собаку на точке, а по команде «место» определяем ассоциативно с каким-то объектом. Это может быть лавочка, это может быть под столом, под лавочкой, под стулом, либо оставленный заранее рюкзак, либо поводок, либо еще какое-то объект, который для собаки будет означать нахождение на месте, рядом с этим местом. Какую именно команду вы будете подавать, значения на самом деле не имеет. Ее можно подобрать в зависимости от ситуации. Рекомендую начинать с более простых команд, например, ранее обученных, либо та же самая поводочная команда «стой». Например, на прогулке мы часто ее используем перед тем, как где-то остановиться, либо еще в какие-то моменты. И собака ее будет по умолчанию уже знать лучше. Про выработку и обучение каждой команде есть отдельные видео на канале. Обучение всегда начинается исключительно на поводке. Мы не можем обучать собаку без поводка. Для начала отрабатываем в простой обстановке. Не нужно сразу идти в сложные места с кучей собак и людей. С увеличением количества повторений можно уже повышать сложность отработки, и собака будет относиться к этому проще. Время отработки также увеличивается только постепенно. За раз мы не ставим себе цель сидеть с собакой часами, но раз за разом увеличиваем время нахождения
поведения в новых местах при раздражителях. Можно специально сидеть подольше, а лучше фиксировать результат на хорошем выполнении. Собака успокоилась, начала лежать, все, остановили отработку, идем гулять дальше. Гулять дальше. Гулять дальше. Запрещаем любое нежелательное поведение, включая прыжки, кусания, лай и многое другое. На канале огромное количество видео про запрещающую команду и приучение к ней. Собаке нормально от скуки пробовать что-то новое, и нужно быть к этому готовым. Здесь же уточню, что ругать после проступка не имеет никакого абсолютно смысла. Успокаиванием собаки вы не решаете проблему, максимум вы ее прячете, отвлекая собаку. В худшем же случае собака наоборот намеренно начинает косячить, требуя вашего внимания либо дополнительного поощрения. Многие также сталкиваются с проблемой перевозбуждения. Перевозбуждение гаснет самостоятельно и плавно без нас. И с каждым разом расслабление, которого все ждут от собак, оно будет происходить все быстрее и быстрее. Хвалить собаку за то, что она успокоилась, также нет необходимости. Если мы будем запихивать в нее еду и чесать за ухом каждую секунду, она может наоборот перевозбуждаться. Перевозбуждение может быть вызвано не только похвалой, но и тем, что хозяин сюсюкает и успокаивает собаку, что является для собаки на самом деле таким же поощрением. Видео про поощрение тоже было на канале. Категорически нельзя хвалить собаку, когда она уже находится в перевозбужденном состоянии. В эти моменты вы наоборот либо сконцентрируете внимание собаки на лакомстве, но не успокоите ее, либо наоборот будете закреплять беспокойное поведение. Отвлечением вы только прячете проблему. И это касается не только приучения к кафе, а в целом воспитания собаки. А вот когда собака как раз таки успокаивается, если очень-очень хочется, можно дать кусочек лакомства. Но это абсолютно не обязательно, потому что самым главным поощрением для собаки в моменты такого длительного ожидания будет непосредственно команда «гуляй». После того, как вы досидите в кафе, допьете свой кофе или что вы там делали, собака получит поощрение в виде продолжения прогулки. И это самое будет ценное для собаки. Намного вкуснее и лучше, чем просто кусочек лакомства. Наблюдать за окружающими объектами для собаки стоя или сидя – это нормально. Не обязательно ждать вот такого расслабленного положения. Ваша собака может вести себя абсолютно по-другому. Очень скоро собака сама начнет терять интерес к окружающим объектам и сама начнет успокаиваться, ложиться, либо занимать более удобное, комфортное для себя положение. Она может пытаться уйти. В таком случае мы ее обязательно возвращаем на место. И она сама расслабится и ляжет. Не надо пытаться успокоить собаку. Вот это самая главная мысль, которую вам нужно запомнить. Некоторые делают успокоение на предметы. Коврики, пледы и так далее. Мы же создаем ассоциацию именно с ситуацией. Хозяин остановился, сел, и никакого предмета у вас может не быть под рукой. Вам не надо носить постоянно какой-то мусор с собой. Некоторые носят с собой коврики в кафе, чтобы усадить собаку на стол. Ну, чтобы официанты либо обслуживающий персонал не ругался. Без проблем. Но изначально мотивация не с целью успокоения. Это будет правильнее. А я на самом деле всегда, чтобы усадить собаку там, где есть сомнения, я просто снимаю толстовку и усаживаю туда собак. Либо, опять же, куртку. Тоже имеет место быть. Если прям сильно переживаете, что на вас будут ругаться. Конечно, мы также беспокоимся о комфорте, когда мы садимся с собакой на лавочке. Обязательно у вас должна быть с собой водичка. По секрету скажу, она там лежит, там, где остальная аппаратура. Всегда носите с собой водичку, чтобы предоставить собаке возможность попить, если она сильно этого захочет. Поэтому о комфорте собаки мы думаем везде и всегда. Также нельзя на улице оставаться в холодных пространствах, где сильно сквозит, либо там снег, надолго нельзя оставлять собаку в холоде, либо наоборот не оставлять собаку на солнце. Вы сами должны думать за свою собаку. Через время вы начнете доверять своей собаке и научитесь сами расслабляться и сами спокойнее относиться ко всей этой обстановке. И собака вместе с вами также научится расслабляться. Самое важное – это количество повторений. Невозможно за один раз обучить собаку. Лучше каждый день сидеть с собакой в кафе или на лавочке по 5, 10, 15 минут, чем прийти и пытаться за 2-3 часа приучить свою собаку. Ставьте себе объективные цели и не надо прыгать выше головы. Если вдруг у вас что-то не получается или возникают какие-то дополнительные вопросы, пишите в комментарии. А если вдруг у вас возникают проблемы с запретами, с командами там «место жди» или какими-то базовыми вещами, ссылка на запись на онлайн-занятия всегда в описании видео. И помните, ребята, все в ваших лапках, только от вас зависит поведение вашей собаки. Пока! Гуляй!